Друзья, всем привет! Продолжаем тему видеонаблюдения, и сегодня у нас на обзоре вот такое вот новое устройство. Домашняя поворотная Wi-Fi камера с обратным вызовом. Поехали! И сразу забегая наперед, первое, что хочу сказать. Устройство реально супер. Давно таких удачных вещей на обзор мне не попадалось. Сегодня я расскажу об этом очень подробно, поэтому советую смотреть до конца. Что же это такое? Это беспроводная поворотная домашняя камера, которая работает у нас по Wi-Fi и имеет обратный звонок. То есть человек может с нее позвонить нам на мобильное устройство, в котором у нас установлена программа просмотра. Этой темой можно пользоваться как обычной домашней камерой, чтобы смотреть за квартирой, например, или за домом. Также ее можно использовать как видеоняню, и у нее есть для этого очень интересные функции. Ну, либо, не знаю, что-то наподобие домофона. Вот и посмотрим. Как же это называется? Данная модель называется V5 на 4 мегапикселя с евророзеткой. V5 4MP EU. Все это нам поставляет наш уважаемый продавец Anbiux с AliExpress. Камерка у нас будет оснащена сиреной, звоночком, удаленным управлением. Она записывает видео на встроенную флеш-карту и имеет также облако, тут можно подключать. Можно активировать разного рода охранные зоны, имеет функцию Human Shape Detection, а также мультикам, то есть можно выставлять сетку из нескольких камер, и ее, конечно же, можно расшаривать между несколькими пользователями. Что же у нас внутри? Все это дело поставляется вот в такой вот небольшой коробочке размером с 1,5 ладошки. Как видим, к сожалению, при транспортировке все помялось. Наша почта не жалеет посылки. А что внутри? Коробочка с проводами. Сама камерка. Вот так все это дело выглядит. Флешка. Флешку я заказывал на 32 гига. В этот раз у нас флешка VL. Тоже неплохие флешечки. Инструкция. Инструкция на английском, где все подробно и с картинками расписано. То есть разобраться будет достаточно просто. И, в принципе, все. В коробочке с проводами у нас, конечно же, идут провода. Все это дело у нас работает от USB Type-C и от 5-вольтового блока питания. В комплекте идет блок питания на 5 вольт, на 1,5 ампера, на 1500 миллиампер. Этого вполне достаточно будет для питания такой камерки. Пробежимся по корпусу. Сняли все защитные пленочки, они нам не понадобятся. И что мы можем здесь видеть? Как я уже сказал, камера поворотная. В нее вращается вот эта вот донышко, нижняя часть. Когда она будет стоять, и мы ее будем вращать со смартфона, она будет вращаться целиком. Верхняя полусфера у нас смотрит вверх-вниз, поэтому камеру можно будет направлять как влево, так вправо, так и вверх-вниз, куда угодно. Сверху идет сам объектив 3,6 мм, идет 2 светодиода, они как обычные, так и инфракрасные. Камера полностью и отлично видит в сплошной темноте. Здесь идет микрофончик, сзади у нас идет динамик, разъем для зарядки USB Type-C. Снизу сюда вставляется флеш-карта, камера записывает на флешку, и здесь же есть кнопка сброса. Ну, основной фишкой ее является, конечно же, вот этот вот здоровый экран и две кнопки вызова и сброса. Причем совсем недавно мы такую камеру, не такую, а похожую, другую модель на другое приложение. Это работает с приложением ITC, как и все наши другие камерки. Рассматривали, в общем, другую модель, и она вызвала такие достаточно спорные впечатления. Ее и к компу нельзя было подключать, об этом будем забегать дальше, вот наперед скажу. А эту можно, и мы посмотрим, какие интересные фишки в ней присутствуют. Что касается целевого назначения данной камеры, как я уже сказал, это камера для помещения. То есть мы ее где-то поставили, поэтому USB подключили к розетке или в Powerbank, мы ее в дальнейшем подключим для удобства. И она следит за помещением. Но кроме как обычной камеры, она может выполнять еще функцию обратного звонка. То есть, допустим, у нас есть кто-то дома, кто хочет связаться с нами, допустим, ребенок по этой камере. Он подошел, кнопку нажал, и вызов пошел вам на смартфон. Там вы с приложения ответили. В дальнейшем я покажу, как это выглядит.
Также этой камерой можно очень классно пользоваться как видеоняней, потому что у нее кроме вот этой вот кнопок обратной связи и тревоги по Human Shape Detection, это когда, допустим, фигура человека попадает в поле зрения камеры, у нее еще есть классная функция, она реагирует на плач ребенка. Я покажу, это в настройках можно будет включать. Когда заплакал ребенок, к вам, опять же, на приложение, на мобильное приложение придет уведомление о том, что обнаружена тревога по плачу ребенка. И вы опять же можете посмотреть, как там спит ваш любимый бэбик. В общем, тема класс. Реально, до этого я таких функций в подобных камерах не видел. Так, теперь давайте ее подключим и посмотрим, как же все это дело на самом-то деле работает. Камерку я это уже подключал, настраивал. Подключается и настраивается она примерно точно так же, как и все камеры, которые мы обозревали с вами до этого. Подробное видео о подключении будет вот здесь. Можно посмотреть, как подключаются подобного рода камеры. А сейчас мы подключим и запустим эту. System starting up. Connecting, please wait. Connect rudder successfully. Итак, как мы слышим, камера включилась, она подключилась к нашей Wi-Fi сети домашней. И вот так все это дело выглядит вживую. То есть здесь идет здоровый экран. Причем по сравнению с камерой, которую мы обозревали до этого, здесь экран реально хорош. Он не квадратит, у него все красиво. Жалко, кстати, только что вот эти обои менять нельзя. Сверху идет значок о том, что мы подключились в Wi-Fi, актуальная дата, актуальное время. Ну и, в принципе, со старта все. И, значит, самое интересное. Вот у нас лежит мобильный телефон. Вот кто-то нажал. Пошел звонок. Отвечаем. Пока выключу микрофон с динамиком, иначе идет дублирование. И я сразу ответил в том режиме, в котором камера выключена. То есть мы уже фактически можем говорить. Ой, ужасно. Оно будет фонить. Но давайте включим камеру, допустим. Та-дам! И мы можем видеть себя. Вот так вот мы с кем-то разговариваем. Кто-то нам звонит. И мы, вот, пожалуйста, нас отлично видно. Причем качество связи отличное. Картинка сильно не дергается. То есть все достаточно быстро происходит. Поэтому очень даже, очень-очень даже. Точно так же можно в обратную сторону позвонить и с мобильного приложения. То есть мы заходим в функцию видеозвонка. И вот, пожалуйста, мы сразу позвонили и видим, что происходит у нас на камере. И человек, который находится рядом с камерой, тоже нас видит. Однако мы можем выключить камеру, чтобы нас не было видно. Можем, допустим, включить фронтальную камеру с мобильного телефона, тоже посмотреть, что и как. В общем, поиграться здесь можно как угодно. Можно даже показать вокруг себя человеку, где вы находитесь. Ну вот, с функцией видеозвонка все понятно. Кнопку нажал, и все случилось. Как в одну, так и в другую сторону. Качество связи хорошее, динамик здесь очень громкий, его громкость регулируется, микрофон тоже вполне достаточно хороший. Нас слышно хорошо как в одну, так и в другую сторону. А теперь давайте попробуем подключить эту камеру к нашему мобильному приложению. Посмотрим его полный функционал. Попробуем подключить ее к компьютеру. Посмотрим, есть ли здесь какие-то интересные фишки. Ну и сделаем выводы. В целом, достойное ли устройство? Итак, перейдем к мобильному приложению. Называется оно iCC. Скачать его можно в Play Market или по Web Store. Вот так выглядит иконка. У меня оно уже установлено. Зайдем в него. Как обычно, заходим, создаем в нем свой аккаунт, подключаем камеры. Все это делается достаточно просто. Как видим, у меня здесь уже куча различных камер. Заходим в ту, которую мы сейчас добавили в нашу новую видеоняню. И погнали, посмотрим, что же у нас здесь поменялось в меню, что же добавилось в функционале. Начнем с верхних кнопок в черном этом таскбаре. Мы можем позвонить на камеру,
и сказать что-нибудь из нее. Мы можем включить или выключить динамик и послушать, что происходит вокруг. Можем записать небольшой отрывок видео от 4, по-моему, или 5 секунд и отправить его в социальные сети, либо кому-нибудь там по мессенджеру. Сделать также скриншот и переключиться между SD и HD, Ultra HD в моем случае, это камера на 4 мегапикселя, изображением. Изображение, как вы видите, кстати, очень сочное и красочное. Камера очень хорошо снимает. В дальнейшем мы еще с нее скачаем видеофайл и посмотрим, какие же идут параметры по самому видео. Дальше у нас идут вкладки «Реальное время», «Воспроизведение» и «Сообщение». Реальное время – это управление основными функциями. Например, такими как облачное хранилище, хранение в облаке, оно платное. Мы его использовать не будем, оно нам незачем, в дальнейшем объясню почему. Можем сделать видеозвонок. В данный момент наше изображение будет идти на экране камеры, а мы можем видеть, что же происходит в помещении. Следующие кнопочки у нас идут в меню изображения. Включен один экран, а можно включить 4 экрана. Сеточкой будет идти мультискрин. И оно сразу добавляет сюда все активные камеры из моего аккаунта. То есть можно наблюдать и управлять одновременно 4 камерами. Вернемся к режиму в одно окно. Дальше ПТЗ. ПТЗ — это вращать камеру. Влево-вправо, вверх-вниз. Как я уже говорил, влево-вправо вращается весь корпус целиком, а вверх-вниз вращается только основной верхний купол. Суть это не меняет, но когда поворачивается целиком корпус, вместе с ним поворачивается и экран. И если вот, допустим, вам нужно повернуться к ребенку, либо к лежачему родственнику, что немаловажно, вы можете целиком повернуть корпус камеры к нему, и он будет видеть вас на экране. В принципе, очень удобно. Данная камера обладает функцией отслеживания движения, и если мы ее включим, то когда в объектив попадет человек, камера начнет крутиться и следить за ним. Тоже вполне интересно и удачно, если мы следим за ребенком, оставшимся в помещении одним. Мы всегда будем знать, куда же он пошел. Камера будет за ним следить. Дальше здесь есть такие функции, как добавить избранные места или круиз-контроль, то есть мы добавляем несколько точек, и камера будет за ними наблюдать. Мы можем сюда зайти и сделать по ним, скажем так, когда они добавлены, быстрый просмотр. Камера повернется в нужные нам места и вернется в первоначальное положение. Также есть настройки обратного хода ПТЗ, то есть если их переключить, мы будем крутить камеру влево, она будет поворачиваться вправо. Нужно это, если вы ее где-то подвесили там вверх ногами и так далее. Альбом на SD-карте. Здесь мы можем посмотреть скриншоты и то, что камера у нас записывала по тревоге. И новая менюшка, которой не было до этого в других камерах, это экран. Экран мы можем включить или выключить. На постоянной основе на нем просто горит время и небольшая заставочка. Если мы его выключим, соответственно, он выключится, допустим, в темноте, когда вы спите. Зачем вам эти часы? Нажали, он выключился. Либо поставить время блокировки, через которое он будет выключаться. И также можем настроить его яркость. В общем, по экрану тоже интересно. Достаточно гибкие настройки. Следующие вкладки основного меню здесь идет воспроизведение. То есть здесь мы можем посмотреть видео, которое я записал уже наша камера на флешечку, и скачать их во внутреннюю память телефона. Либо зайти и посмотреть в сообщения по событиям, что у нас было, какие-то обнаружения, какие-то звонки и так далее. Дальше перейдем к основным настройкам камеры. Нажимаем сверху на звездочку, и перед нами менюшка основных настроек. Зайдя в базовые настройки, мы здесь увидим имя устройства, можем назвать его как хотим, поставить сигнал оповещения, то есть будет ли оно вообще говорить или не будет, выставить громкость динамика, выбрать язык и, допустим, скорость поворота, медленнее, либо быстрее, чтобы ей крутить. В управлении хранением мы можем наблюдать за нашей памятью. В данном случае стоит флешечка на 32 гига, и запись стоит циклическая, то есть она постоянно перезаписывает старые, если память заполнилась, и записывает на их место новые. Либо можно поставить остановку записи по заполнению. В настройках записи мы можем выставить либо постоянную запись, либо запись по тревоге. Также сделать сегменты видео разной длины, включить или выключить
запись аудио и изменить режим записи, допустим, в высоком, либо в обычном, либо в хорошем качестве. Это влияет на место на флешке. Одна из очень интересных и прикольных новых функций в этой камере – это голосовой помощник. Его можно включить, либо выключить. Но в чем суть? Мы говорим камере Hi CC, камера реагирует. I'm here. Вот, камера говорит I'm here, я здесь. Я ей говорю help. Okay. И камера звонит нам в наше мобильное приложение. Вот такая вот тема. Это очень актуально, если, допустим, у вас есть какие-то больные лежачие родственники, которые не могут дотянуться до этой камеры. Либо дети, если они, конечно, умеют говорить на английском языке, которые, опять же, не могут дотянуться до этой камеры. Они сказали волшебное слово Hi CC, камера отозвалась. Они сказали I'm here. call или help, и камера вам снова звонит. В общем, это круто, это очень хорошая функция. Следующей немаловажной и очень важной функцией здесь является смарт-сигнал тревоги. По сути, это настройка режимов тревоги. Зайдем сначала в настройки видеотревоги. Это стандартные режимы, и здесь у нас есть показывать след, то есть когда у нас человек появляется в кадре, его обводит квадратом. Можно настраивать умные правила. И также хочу сказать, что это функция Human Shape Detection. То есть она на любое движение не реагирует. Она реагирует именно на фигуру человека. Также можно выставлять еще и чувствительность. Больше, меньше и так далее. И кроме этого у нас здесь еще есть настройки плача. Соответственно, если мы включим обнаружение по настройке плача, то когда мы поплачем, или ребенок рядом поплачет, камера с нами опять же свяжется через приложение. Вот давайте попробуем. Вот, пожалуйста, мы получили сообщение об обнаружении плача ребенка. В общем, функция, наверное, очень полезная в плане видеоняни. Итак, продолжим. Дальше у нас идут настройки сети. В настройках сети у нас два режима. Это режим маршрутизации, когда камера у нас подключается к существующей Wi-Fi сети и вещает в нее, соответственно, в интернет-видеопоток. И режим точки доступа. Это говорит о том, что когда вокруг вас Wi-Fi нет, камера может просто стоять и записывать сама на себя на флешку. А этот режим нужен, чтобы вы со смартфона подключились к ее Wi-Fi, она сама вещает Wi-Fi на небольшое расстояние, чтобы посмотреть либо скачать видеофайл и внести какие-то изменения в настройки. В общем, отлично, оба режима присутствуют. Про облако я уже сказал, это платно. В расширенных настройках у нас идет отслеживание движения и режим VDR. И в меню об устройстве мы сможем увидеть серийный номер нашей камеры, имя и пароль для подключения к ней на компьютере и проверим, работает ли это, и версию прошивки и программного обеспечения. В целом, полезная информация. По мобильному приложению все. Здесь максимально подробно все было рассказано. Теперь же давайте попробуем подключить данную камеру к компьютеру. Посмотрим, возможно ли это и что же нам это может полезного дать. Итак, запускаем нашу программку VMS и подключаем к ней камеру. И, о чудо, она подключается к компьютеру в программе VMS. А это значит, что мы можем наблюдать и записывать видео на компьютер, делать такой сервер, назовем это так, или использовать его, опять же, как жесткий диск для записи. И здесь есть очень много тонких интересных настроек. А это нас интересует в первую очередь. Что же мы можем здесь увидеть? Заходим в конфигуратор, заходим в эту камеру. Самое основное, что нас интересует, это внутренние встроенные функции, которые бывают в камерах подобного рода. Находятся они в настройках сети. Заходим сюда. И да, здесь все это есть. В общем, устройство просто супер. Это одна из самых, наверное, удачных моделей за последнее время. Здесь есть и отправка на электронную почту по тревоге.
и FTP сервер, и вещание RTSP потока в интернет. В общем, все самое нужное здесь присутствует. Ранее об этих функциях я подробно рассказывал. Напомню, что это такое. Отправка на электронную почту. Мы сюда забиваем параметры нашего электронного ящика. В общем, как подробно это настраивается, я показывал вот в этом видео. На камере срабатывает, допустим, тревога, и камера отсылает нам фотографию на электронную почту. Это говорит о том, что нам не нужно, абсолютно не нужно облако платное. Прикол этих камер в том, что они записывают на внутреннюю флешку, и если эту камеру, допустим, украли, то ее украли вместе с флешкой, и вся информация убежала. А данная камера может посылать скриншоты на электронную почту. Электронную почту у вас в моменте вместе с камерой не украдут. То же самое касается функции отправки фото и видео на FTP сервер. Опять же, подробно об этом я рассказывал вот в этом видео. Функция очень полезная. Она точно так же, как и электронная почта, получает на наш настроенный где-то удаленный FTP кадры, картинки, скриншоты, называйте это как хотите, в общем, фотографии. И можно настраивать, отправляется еще кусок видео в 20-30 секунд, либо в минуту. Все это дело настраивается. То есть вам приходит не только фото, но и видео на ваш удаленный FTP сервер. Честно говоря, я не думал, что в подобной камере, как видеоняня, будут эти фишки. Но здесь это есть. И это супер круто, я вам хочу сказать. Но вот так данная камера видит в полной темноте. Как видим, все отлично видно. Помещение полностью освещается инфракрасной подсветкой. Этого вполне достаточно, чтобы наблюдать за спящим ребенком, либо просто смотреть, охранять квартиру. Возьмем видеофайл и посмотрим на его внутреннюю информацию, разрешение экрана и также качество видео. Напомню, что качество битрейт, все это дело можно выставлять, регулировать вручную как на компьютере в программе, так и в мобильном приложении. То есть сделать качество картинки чуть лучше, либо чуть хуже. От этого будет очень сильно зависеть размер видеофайла. Ну что, друзья, в целом можно сказать, устройство просто супер. В него запихнули абсолютно все самые классные и самые нужные функции, которые только могут быть в камерах подобного рода. У нее хорошее изображение, у нее обратный вызов, у нее ночное инфракрасное видение, она отправляет фото по тревоге на электронную почту, у нее есть также функция FTP сервера, по которому она отправляет фото или отрезок видео вам настроенный где-нибудь на модеме или удаленно FTP. И это очень круто, то есть нам в принципе не нужно облако платное. Все, что нужно здесь есть, и даже RTSP функция вещания видеопотока в интернет. Поэтому тема супер, реально 10 из 10. Так что так, если вы надумаете купить что-то подобного рода для охраны своей квартиры, или использовать все это дело как видеоняню, или использовать все это дело, опять же, с каким-нибудь больным родственником, что немаловажно, за которым нужно постоянное наблюдение, и чтобы у него была возможность быстро с вами связаться. Очень-очень удобная вещь. Ссылку, где брал, я, конечно же, оставлю в описании. Переходите, кому будет полезно, смотрите. Ну, а на этом все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!